Привет, любители профессионалы! Ну что, ребята, сегодня продолжим разговор об новых элементах в холодной ковке. Как видим, перед вами у нас два кондуктора. Один для идеального завитка, второй для завитка, который получился чисто случайно. Оба они, как видите, на базе кондукторов от компании Профи. Придумал я их довольно давно. При этом, затратив на эту разработку, наверное, около 100 метров профильной трубы, куча, как видите, до сих пор валяется, иногда что-нибудь целенькое оттуда выбираю. Так, а давайте сначала, ребят, поговорим про идеал. Действительно, получился отличный завиток. Еще раз повторяю, как только я его выложу, его все сразу начнут использовать. Это первое. Второе. Многие производители кондукторов захотят на нем заработать. Я даже уверен, что начнутся такие крысиные бега. Ну а с жирными крысами, да, типа моего землячка, мне тягаться никак. Я хотел бы откусить немного кусочек из этой прибыли. Потому что это все-таки моя разработка. Так вот, поэтому я сейчас готовлю лекало, подготавливаю, чтобы в момент выхода ролика у меня был в наличии на продажу пару десятков хотя бы лекал. Плюс бонусом к ним будут идти ролик, в котором я покажу, как им правильно пользоваться. И все мыслимые и немыслимые варианты, которые я придумал. Потому что, ребят, завиток реально дает большое количество вариантов его использования. И все это я покажу в ролике. Так. Еще немного по кондукторам и компании Профи. Предложил я свою идею этой компании в знак благодарности за предоставленное оборудование. Но они, к сожалению, и это их минус, отказались от нее, потому что любая, даже небольшая доработка лекала или кондуктора требует новой сертификации, что очень дорого. А они, как говорится, чтят букву закона, что иногда бывает небольшим минусом. Из плюсов это то, что компания не разгласила мою идею конкурентам и не присвоила ее себе, выдав за собственную разработку. За это им большое спасибо. Вроде бы все, что хотел, рассказал. Ну а теперь переходим к завитку, который получился чисто случайно. Сейчас посмотрите ролик. Снял я его давным-давно. Долго думал, выкладывать или нет, потому что боялся, что вот эта сыромятина просто кинет такую неприятную тень на идеальный завиток. И, возможно, даже отпугнет будущих покупателей моих доработанных кондукторов. Потому что люди, как обычно, думают, раз первый не очень, то второй может получиться еще хуже. Но это не так, и вы это увидите. Привет, любители профессионалы! Ну что, ребята, сегодня у нас день экспериментов. В прошлом ролике я показывал вам и рассказывал, что впервые столкнулся с трубой 10 на 10 мм, хотя многие работают ее уже долгие годы. Так вот, ребята, труба оказалась просто находка для начинающих. Она позволила загнуть себя практически под сколько тут, 160 градусов. Так, поэтому сегодня что я решил? Сегодня я решил испортить лекало от компании Профи BL2, чтобы показать вам довольно новый завиток. Вернее, абсолютно новый. Ни у кого его раньше не видел. Ну, как говорится, с чего-то надо начинать, освоение 10-й трубы. Продолжаем. Дальше уже можно открыть. Так, ну что. Вроде бы похоже. Вроде бы, ребятки, похоже. Все, ребят, все, что надо, прихватываем. Делаем это на прихватке. Все. Прихватчики собрали, я думаю, выдержит. Самый нагруженный узел будет у нас вот здесь. Поэтому здесь немного прихватим побольше. Я думаю, достаточно. Итак, ребята, теперь мы берем 10-ю трубу, с которой будем работать. Немного обрабатываем край. Берем обрезок 15 трубы и привариваем его вот так, чтобы десятка влазила. Хотя, честно говоря, может потом будем работать с 15 трубой, может под 15 сразу сделать. Так, давайте еще сделаем так, чтобы не нарушать, так сказать. Ага, место позволяет нам, как видим, да? Кондуктор не портится, поэтому что?
скажете, или под 15 все-таки сделать? Ладно, в принципе, у нас сегодня какая задача? Просто показать, что новый завиток можно сделать вот так. Так, ребята, как говорится, муки творчества, хочется и так, и так. Блин, давайте пока потренируемся на 15 трубе, может, сама идея вообще не пройдет. Поэтому сейчас просто привариваем упор. В дальнейшем, ребята, я думаю, здесь надо будет сделать эксцентрик, чтобы прижимать либо 15-ю, вернее 10-ю, либо 15-ю трубу. То есть подвернули, прижалось. Ладно, ну пока пробуем так. Итак, с этим вроде бы все понятно. Как видим, кондуктор мы не испортили. Зазора хватит, чтобы засунуть сюда и 25-ю трубу, поэтому пока что откладываем ее в сторонку. Так, что дальше? Что дальше? Пробуем, как влазит наша 15-я труба. Влазит она довольно плохо. Поэтому нам придется сейчас немного подправить вот эту полосу. Ну, естественно, не забываем закруглить. Можно еще немного доработать его. Вот таким образом. Просто удалить немного лишнего. Поехали. Так, включаем, ребята, наш профи 5, ставим декоративное сдавливание. Кому не видно. Кому интересно, я работаю в основном. Вставляем. Загибаем начальный завиток. Первый завиток загибаем до конца. Начальный завиток, вернее. Дальше все никак не могу себя приучить. Сейчас сначала откручиваем болт, сдвигаем, снимаем лекало, ставим переходник, потому что портили мы с вами, вернее дорабатывали лекало еще с прошлого станка. Устанавливаем сюда, в этот переходник, наше доработанное лекало, прикручиваем его. Я думаю, что одного болта вполне достаточно. Так, секунду. Вот этот угол, когда сойдется, и будет ориентиром. Все, угол заподлицо. У нас пока что это будет ориентиром. Отпускаем станок обратно. А теперь, ребята, самое интересное. Переставляем наш кондуктор. Давайте сделаем вот так. И крутим по новой. Отлично. Вот он наш новый завиток. Секунду. Так, выглядит он, конечно, не эстетично. А почему? Потому что вот это расстояние у нас больше, чем вот это. То есть получается... О, его можно дорабатывать всегда вручную. Получается, нам надо сделать вот так. Так. Секунду, парни, секунду. Как бы этот фон тут подобрать. Вот такой у нас завиток получился. И, ребят, смотреть на результат. То здесь, как видите, под острым углом они сходятся. А здесь вот эти 4 миллиметра портят нам всю картину. Сейчас мы его подточим. Если сделать скругление больше, ну опять же это 10-я труба. Видите, хочется, чтобы он пошел завиток вот так. Гораздо меньше. Все из-за того, что это просто 10-я труба. Тонковато. Ладно, сейчас доработаем. Не переживайте. Не такие доработали вещи. Понятно, что если разбавить здесь, да, допустим, как-то. Да, завиток. Какой-нибудь штамповочкой. То смотрелось бы гораздо лучше. О, вот так. Вот так, по-моему, отличный вариант. Только чуть больше разогнуть. Вот, смотрите. Только чуть больше разогнуть. Как он? Так уже смотрится более-менее, да? Так, ребят, немного я поэкспериментировал с этим наполнением. Ладно, покажу это позже. Подогнул завиток так, как бы я хотел увидеть. То есть под него надо фактически свой кондуктор, который бы повторял вот эту конфигурацию. И чтобы можно было делать вот такой завиток. Чтобы вот этот полумесяц торчал вверх. Ну, вот так. Интересно было бы. Ладно, сейчас гнем вторую заготовку. Немного я подточил, да, как вы помните. И потом переходим к самому интересному. Будем пробовать делать то же самое, только с прокатанным 15 квадратом.
Итак, последний раз, уже точно, последний раз и показываю вам. И подводим итоги. Черт, блядь, кивается все. Я пристегнулся. Станку. Так, секунду, все. Смотрите внимательно. Все, кто в меня не верил. Так. Все. Поворачиваем лекал. Вставляем лекал. Так, тихонечко. Так. Подожди, а что у нас? Так. Что получаем? Вот, без всяких правок показываю. Получаем вот такую штуку. Надо подпиливать вот эту вещь. Он ложится неровно. А что получится тогда? Когда завиток только до сюда. В общем, немножко надо исправлять. Так, ладно. Давайте идем дальше. Вот такие, ребята, у нас получился завиточек. Так, итак, ребята, давайте вернемся из трехмесячного прошлого в сегодняшнее будущее. И уже окончательно подведем итог. Итак, вот оно, доработано лекало. Как видите, я не вернул его в исходное положение. Ну, во-первых, свои функции оно выполняет. Во-вторых, может быть, все-таки займусь и доработаю окончательно и бесповоротно этот завиток. Мне кажется, что он реально немного сырой. Особенно в плане эстетики, я бы сделал закругление побольше и вывел бы этот хвост сюда. Но все равно, завиток полумесяц, запомните его таким. Кстати, было бы неплохо попробовать его организовать и на других лекалах. Ладно. Все это лежит у меня заготовка с прошлого. А сегодня я попробовал прогнать не холоднокатанную, извините, трубу, а горячекатанную. Что я вам скажу, хорошую трубу не рвет. Блин, как там? Смотрите, все в идеале. Внутри тоже нету порванных участков. Ну, получается вот такой завиток. Так что горячекатанная труба тоже прокатывает. Ну, вот такой веселенький завиточек получился. Что я хочу сказать, ребята, что берите идею и догоняйте до конца. Кому понравилось. Кто хочет сделать такой завиток. Ну, экспериментируйте с вот этим острым углом, чтобы трубу не рвало. Может, вы сможете сделать это и на 25-й трубе. Хотя там, наверное, будет уже это выглядеть не так эстетично. В принципе, как завиток можно использовать просто как добавочный. В таком виде. Вот в таком. Как бы идея есть, осталось довести ее до ума. Мне, честно говоря, некогда. А кулибиных много. Может быть, я пошел не тем путем. В общем, смотрите сами, думайте сами. И обязательно пишите, что вы думаете об этом завитке. По-моему, не так и плохо, как казалось с первого раза. Пишите, ребята, что думаете. Стоила игра свеч? Или это полная хрень? Мне очень важно ваше мнение. Ну и в конце, ребят, напоминаю, что его официальное название полумесяц. Не забывайте и другим подсказывайте. Вроде бы все на сегодня. Всем, кому понравилось, ставим лайки и дизлайки. Обязательно подписываемся, не забываем комментировать. Дальше, как обычно, прямые руки вам в помощь. Всем удачи, здоровья, мирного неба над головой. Прорвемся.